Техническое обслуживание и ремонт задней подвески. Что это такое? Чем он отличается от передней подвески? Эти и другие вопросы я постараюсь разобрать сегодня. И, как всегда, всем привет! Производятся все те же операции, что и при ремонте передней подвески, о чем я, собственно, делал в предыдущем видео. Кроме этого, если задняя подвеска рессорная, то производится взаимное расположение передних и задних мостов. Ремонт ступицы колес заключается в ее снятии, замене одного или обоих подшипников, в регулировке подшипниках и в установке на автомобиль. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы. Давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!